После месяца, проведенного на берегу Индийского океана на севере чудесного штата Гоа, мы оказались в Дели. При покупке билетов в Индию избежать пыльной и туманной ее столицы мне не удалось. Поэтому на обратном пути мы решили познакомиться с теми ее достопримечательностями, с которыми не познакомились в наши прошлые приезды. Такой достопримечательностью на этот раз для нас оказался знаменитый Красный форт. Тем более, что как раз в прошлом году мы посетили Красный форт, находящийся в Агре. После завтрака мы неспешно собрались и отправились в путь. В интернете я прочитал, что Красный форт находится на станции Чандничов, на которой я бывал раньше и приблизительно представлял, куда идти. Однако вышли мы из другого выхода и оказались в совершенно незнакомом мне месте. Пройдя немного пешком в направлении, указанном любезным полицейским, мы решили воспользоваться услугами велорикши, который всего за 200 рупий извилистым путем повез нас к Красному форту. Можно сказать, что в целом наш путь оказался вполне познавательным. Наконец наша рикша вынырнула из многолюдного и шумного торгового квартала, и перед нами во всей своей красе предстал величественный Красный форт. Красный форт называют главной туристической достопримечательностью Дели и одновременно его неофициальным символом. Также он входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Свое название Красный форт на хинди Лал-Кила получил благодаря красному цвету песчаника, которым он облицован. Построен Красный форт был в 1652 году, во времена правления строителя Тадж-Махала Шаха Джахана, про которого известно, что он обладал изысканным вкусом, прекрасно разбирался в архитектуре, был тонким ценителем искусства и страстным любителем роскоши. Для индийцев билет в Красный форт стоит 100 рупий, для иностранцев 500. Столь дорогие билеты избавили нас от необходимости стоять в длинной очереди на вход. Вернув столицу из Агры в Дели, Шах Джахан решил выстроить для своей резиденции дворцовый комплекс, подобный Красному форту в Агре. Богатая казна великих моголов позволила пригласить для строительства комплекса лучших архитекторов, каменотесов, ювелиров и художников. Десятки тысяч рабочих трудились на его строительстве в течение 9 лет. Масштабы этого грандиозного сооружения более чем впечатляют. Протяженность крепостного ограждения 2,5 километра, высота от 15 до 33 метров. Вдоль всей стены был прорыт 10-метровый ров и заполнен водой из реки Ямуны. Сразу после входа через живописные Лахорские ворота, являющиеся визитной карточкой Красного форта, находится рынок Чата-Чок, длинная галерея с лавками, торгующими сувенирами. Выглядит все весьма заманчиво, но мы ничего не купили из-за отсутствия необходимости. Построен комплекс по образцу и подобию рая, описанного в Коране. Фактически это был целый город со всем необходимым, названный по имени Шаха Джихана Шах-Джаханабад. На некотором отдалении от входа находится барабанный дом Наубат-хана, в котором располагается небольшой музей оружия.
В музее представлено вооружение различных индийских армий, начиная от Бабура и заканчивая оружием 20 века. Гармоничное слияние арабских и индийских мотивов в архитектуре обусловили впечатляющую красоту всего комплекса. Известно, что апартаменты императора были декорированы позолотой и алмазами. Можно сказать, что Красный форт был вещественным воплощением понятия «восточная роскошь». В течение почти 200 лет дворцовый комплекс служил резиденцией императоров династии Великих Моголов. К сожалению, судьба Красного форта оказалась столь же печальной, что и судьба его создателя Шаха Джахана, проведшего остаток своей жизни заточенным своим сыном Аурангзебом в Агре. В 1738 году регент и великий визирь Персии Надир-Шах варварски разграбил роскошный дворцовый комплекс. Как водится, завершили разорение Красного форта англичане. Они безжалостно разрушили множество прекрасных мраморных сооружений форта после восстания Сипаев 1857 года. Стены были в основном сохранены, и крепость превратили в казармы. Цитрусовые деревья и кипарисы были вырублены, и внутреннее пространство форта приобрело вид парка в английском стиле. Собственно, в таком виде Красный форт и предстает сегодня перед любознательными посетителями. Все обширное внутреннее пространство Красного форта представляет большой парк, местами находящийся в состоянии реконструкции. Значительная часть уцелевших зданий также реконструируется. Реконструкция эта, судя по косвенным признакам, длится уже довольно долго. Самое известное сооружение комплекса – зал публичных аудиенций Диван-и-Ам с 60 столбами из красного песчаника и павильон из белого мрамора, зал частных аудиенций и переговоров Диван-и-Кхас. В дальнем от входа конце форта располагается Ранг-Махал, дворец, в котором жили жены и наложницы императора. Некогда дворец был ярко окрашен и затейливо украшен. Если же сравнивать Делийский Красный форт с одноименным сооружением в Агре, то он значительно проигрывает и даже в некоторой степени разочаровывает. В заключение следует сказать, что сейчас внутри Красного форта ничего особенно интересного нет, и его можно было не посещать. Обратно в гостиницу на Мейн-базаре мы отправились уже на моторикше. Через несколько часов мы уезжали в аэропорт, чтобы отправиться на далекую заснеженную родину.